Перед началом видео хочу поблагодарить моих спонсоров. Это Winterswind и Gaby. Спасибо вам за то, что вы поддержите мой канал в это трудное время. И спасибо тебе, Gaby, за то, что ты оформляешь спонсорство ежемесячно. Я очень тебе благодарен. Как считают люди, лярва в древнеримской мифологии душа умершего злого человека, приносящая живым несчастье и смерть. В древнеримской мифологии лярвы входили в большую группу лемуров, духов усопших, вследствие чего в разных европейских языках для этого духа могут употребляться названия как лемур, так и лярва. Подобно параллельному употреблению имен, как Геракл, так и Геркулес. Для предотвращения угрозы со стороны лярв в Риме 11 и 13 мая каждого года устраивались специальные очистительные ночные церемонии, во время которых храмы закрывались, а браки не заключались. Глава семьи должен был встать ночью и совершить омывание рук, брать в рот черные бобы, после бросать их через плечо и повторять по 9 раз, что этими бобами он искупает себя и своих близких. После действия он был обязан 9 раз стучать в медный таз и требовать от лемуров покинуть дом. В средневековую демонологию слово лярва перешло из античности, где обозначало призрак трагически погибшего человека. Августин приводит мнение о Пулее, что после смерти злые люди становятся ларвами. Согласно словарю греческой и римской мифологии французского ученого Жоэля Шмидта, лярвы являются душами людей, совершившие тяжелые преступления, либо людей, не похороненных должным образом. Лярвы принимают вид ведьм или скелетов, насылая на людей страх, нервные болезни и эпилепсию. Лярва находит человека, служащего источником негативной биоэнергии, и начинает паразитировать на них. У людей постоянно испытываются сильные отрицательные эмоции и чувства, ослабляется защитное биополе, что позволяет лярве с легкостью проникать через пробои в нем и присасываться к энергетическим каналам, провоцируя человека на дальнейшее усиление негативных эмоций и питаясь ими. Избавиться от лярвы можно только с помощью интенсивных положительных чувств, таких как радость, любовь и сочувствие к близким людям. Если лярва лишится источника питания, она постепенно ослабеет и погибнет. Чаще всего лярвы обитают в так называемых гиблых местах Земли, то есть в геопатогенных зонах и тектонических разломах. Через здоровые области земного шара лярвы самостоятельно перебраться не могут. Однако их может перенести человек, подверженный негативным эмоциям. Чтобы защититься от лярвы, необходимо стараться подавлять в себе все отрицательные эмоции и завести привычку постоянно думать о чем-то положительном, красивом, совершать добрые бескорыстные поступки. Помочь в этом также может успокаивающая музыка, фотографии, картинки, ароматические масла. Рекомендуется читать молитвы искренне, подлинную веру в их смысл и со стремлением совершать что-нибудь доброе, а не проговаривать механически. Избавиться от негативной энергии и отогнать лярву можно с помощью магии, работая со свечами. Лярвы боятся энергетики огня.
Сильный положительный настрой, не позволяющий лярве приблизиться к человеку, создает медитация на свет, во время которой человек обращается к солнечному или звездному свету, признавая божественную красоту окружающей его вселенной. Но самое главное, не позволять рождаться злу в душе, давая таким образом питание лярве. Существует и другой вид лярв, представляющий собой сгустки отрицательной энергии. Обнаружить их не может ни один существующий ныне прибор. Они не несут прямого вреда, но усиливают отрицательное воздействие болезнетворных бактерий, вирусов, микробов на организм человека. Бороться с ними следует аналогичным образом с помощью молитвы и позитивных эмоций. Отпугнуть подобные лярвы можно с помощью серебряной воды. Помогают также украшения из природных камней и кристаллы. Однако следует не забывать, что лярва – это природный защитный механизм, поглощающий ваши негативные эмоции и мысли. Если бы их не было, то накопленные негативные эмоции вред окружающим, или если окружающие светлые люди самому себе. Мораль всего вышесказанного очень проста. Чтобы очиститься от лярвы, нужно очистить себя от всего отрицательного. Мысли, чувства, и тогда им нечего будет питаться. И они сами отпадут и растворятся. Если вы точно убедились в том, что у вас есть астральная сущность, то вам следует иметь в виду следующее. Лярвы плохо себя чувствуют при высокой температуре, поэтому многие ритуалы по избавлению от лярв производятся в натопленной бане. Помочь бороться с лярвой может и сила молитвы, правда она лучше и эффективнее помогает на начальных стадиях. Но силы молитвы еще никто не отменял. Можно для этих целей использовать ежедневную молитву. Ее нужно читать при зажженной свече. Минимум 1 раз в день, лучше 2. Негативную энергию, что и преследует собой лярва, лучше убирать не через верхние чакры, а снизу. Всю эту муть лучше не поднимать наверх. Во время снятия лярвы обязательно поставьте защиту на себя и на того, кто снимает. Если же вы сами снимаете лярву, позаботьтесь о хорошей защите для себя от астральных подселенцев. Для избавления от лярвы нужно выбрать день на убивающей фазе Луны. Для женщин это среда, пятница, суббота. Для мужчин понедельник, вторник, четверг. Лучше, если это будет 9, 15, 19, 23, 25 или 29 лунные дни. Они считаются сатанинскими. Эти дни активации темных сил. В эти дни укрепляется сила воли, обостряется мудрость и внимательность. Если именно в такой день начинать борьбу с бесами, помощь высших сил будет огромной. Надо еще, чтобы день избавления от лярв не был днем антисилы. Определить его несложно, для этого нужно знать лунный день рождения. Например, вы родились в 7-й лунный день, прибавьте к числу 7 плюс 15, 22 лунный день.